Приветствую всех на своем канале, друзья, и сегодня я вам расскажу о играх, которые были выпущены по фильмам. И да, это не будет топом, это просто подборка, может вам что-то приглянется. Ну что ж, погнали, это игры по фильмам. Форсаж. Игра, которая представляет собой гоночный симулятор в жанре экшен, а также она связана с одноименными фильмами. В игре вы встретите персонажей, которые уже появлялись в фильмах «Форсаж», а также вы встретите персонажей, которых вы еще не знаете. Все персонажи, которые были представлены в фильмах, в этой игре озвучили свои роли. Выбор автомобилей не ограничивается на реальных моделях, существующих в жизни. Также для игры были изобретены модели автомобилей, которые придумали разработчики. Лично я с данной игрой не знаком и не знаю, стоит ли, ведь оценки у игры не ахти. Идем дальше. Гарри Поттер. Серия игр по фильмам, которые выходили с 2001 по 2011 год. И по сей день лучшей из них, скорее всего, является Гарри Поттер и Тайная комната. Ну а что вы ожидали от 2002 года? Основные события в этой игре, так это приключения, конечно же. Ну и экшончика, конечно же, в эту игру тоже завезли. Гарри Поттер, в принципе, по своей сути такой культовый персонаж, что не делать по нему игру было бы преступлением. Именно поэтому мы получаем несколько довольно отличных и несколько довольно спорных, но все же нормальных игр по Гарри Поттеру, и это вполне достаточно, чтобы провести время в этих играх. Идем дальше. Джеймс Бонд. Игры про агента 007 всегда были очень интересным экшеном. Правда, немного людей замечали игры о Бонде, но если вы узнали об этой игре только сейчас, очень рекомендую сыграть. Игры про этого агента выпускались аж с 1980-х годов и были актуальны, ведь цепляли своей уникальной атмосферой и были сделаны по фильмам. Также хочется отметить, что Дэниел Крейг, который играл Джеймса Бонда в популярных фильмах, вернулся для озвучки своего же персонажа в игре. Если вам нравятся экшены от третьего и в частности от первого лица, то вам понравятся данные игры. Идем дальше. Две части нового Человека-паука. Хоть у этих игр движок совершенно одинаковый, все же к сюжетной части остаются вопросы. В первой части мы видим продолжение сюжета фильма, и выглядит это довольно даже круто. И первая часть запомнилась всем больше всего и в принципе понравилась больше, чем вторая. Механика полетов на паутине в первой части проделана так себе. Хоть и анимации выглядят круто, но сама механика зацепления за небо, что... Новый Человек-паук 2 в свою очередь улучшает механику игры, механику полетов на паутине, да и в принципе геймплея. Но она забывает о своих других ошибках, и сюжет встает просто ужасным. Правда, играть, конечно, можно, но это тот же самый фильм, но еще хуже. Плюсом здесь нет Гвен, которая была очень важной частью в фильме «Новый Человек-паук 2». Идем дальше. Трилогия Человека-паука с Тоби Магуайром в главной роли. Вместе с выходом одноименных фильмов выходили игры. В этих играх есть немного отсебятины, но эта отсебятина только помогает игре и затягивает в ее. Геймплейные фишки этих игр были крутые и уникальны, что заставляло долго не выходить из игры. В этих играх сохранилась атмосфера фильмов, что имеет важную часть. Но, к сожалению, к третьей части все скатилось, как в принципе и с фильмами. Идем дальше. Лего игры. Да-да, все правильно. Лего игры обскакали всех и сделали большое количество игр по фильмам, которые сделаны на движке конструктора. Тут и Индиана Джонс, и Мстители, и Бэтмен. Все, что можно вообще.
Перед тем, как с вами попрощаться, я хотел бы вас о кое-чем попросить. Все, кто посмотрели это видео, пожалуйста, опуститесь в комментарии и напишите максимальное количество комментариев, которые вы сможете. Сейчас мне нужно продвинуть мои видеоролики, чтобы меня заметило больше людей. А также ставьте лайки и подписывайтесь те, кто не подписан. Я всех заранее благодарю. Ну а теперь можно и попрощаться. Всем пока.